Журнал Капитана. Вселенная звездных врат. Вселенная звездных врат бесконечна, и в ней существуют тысячи рас. Помимо древних и развитых рас, которые оставили заметный след в истории, есть менее изученные и малочисленные, но имеющие свою историю и будущее. Раса Ариса – охотника за головами. Гуманоидная раса, известная своим патологическим влечением к употреблению вещества рошна – синий порошок, который они пьют, размешивая в воде. Их организм имеет иммунитет против гуаулдов, отторгает симбионта и не может быть хозяином. За эту способность, которая может стать ключом к уничтожению гуаулдов, раса практически уничтожена ими. Выжившие пристрастились к рошна на генетическом уровне и не могут жить без нее. Валианцы. Валианцы – немногочисленная раса фермеров из галактики Млечный Путь. Вид рода люди. Внешне не отличаются от древних, которые заселили планеты галактики Млечный Путь людьми. Валианцы входят в конфедерацию Ашен и являются поставщиком сельскохозяйственной продукции. Достичь успехов в сельском хозяйстве им помогли Ашены. Они обеспечили валианцев техникой и зажгли газовый гигант в системе Валиана, создав вторую звезду, и теперь на Валиане P3A-194 царит лето. Валианцы не помнят своего прошлого, хотя до прихода Ашенов их уровень развития находился на индустриальном уровне. Сейчас они благодарны Ашенам за дружбу и то, что те дают им лекарства, обеспечивают энергией и не навязывают свое общество. Латонцы. Латонцы – некогда развитая, а ныне деградирующая раса с планеты Латон. P2A-018. Вид рода люди. Внешне не отличаются от древних, только их рост несколько ниже. На протяжении последних 300 лет им удавалось сохранять независимость от гуаулдов благодаря оборонительной системе Страж. Нынешнее поколение откатилось назад в своем развитии настолько, что способно только возносить хвальбу своим предкам за то, что они имеют. От былого величия остались осколки. Все, что приходит в упадок, остается нетронутым, поскольку потомки не унаследовали былых знаний. Пангарцы. Пангарцы – гуманоидная раса, вид рода люди с Пангара. Пангар был домом гуаулда системного лорда Шакрана, который отвоевал его у верховного системного владыки Ра. Затем Шакрана убил гуаулд системный лорд Апофис. Но вскоре и он оставил планету. Пангарцы, освободившись от иго гуаулдов, через несколько веков превратились в довольно развитую индустриальную цивилизацию. В ходе археологических раскопок они обнаружили храм Ра, где откопали урну с симбионтом королевы гуаулдов в анабиозе. Изучив надписи на стенах храма, они начали экспериментировать с ее потомством, пытаясь воспроизвести иммунную систему гуаулдов. Спустя несколько десятилетий пангарцы пришли к тритонину. Препарат сначала показался чудом, так как лечил большинство болезней, но позже выяснилось, что он создает большие проблемы. Проникая в кровь, он дает сопротивляемость болезням, но ведет себя как симбионт и полностью подавляет иммунную систему человека. Однако этот эффект не постоянен, а иммунная система разрушается при первом употреблении. В результате принимать лекарства необходимо постоянно. Пангарцы не смогли наладить полную очистку препарата, но продолжили его использовать, параллельно начав разработки антидота. Сначала тритониновая фабрика давала достаточно препарата, но спустя 30 лет потребность в тритонине выросла, а материала для производства стало меньше. Пангарцы осознали, что королева умирает, и им необходима новая матка,
Поэтому запросили у Таури в обмен на технологию производства тритонина адреса миров под властью гуаулдов. Тогда же выяснилось, что плененная ими королева приходится матерью Токра. Они не смогли ее спасти, но королева Эгерия дала им ключ для создания антидота. Арбанианцы. Арбанианцы – гуманоидная раса, вид рода люди с планеты Орбан. PY3-948. Они наследники мезоамериканской культуры Земли. После того, как гуаулды начали покорение галактики, их предки были переселены с Земли Таури омейконцами при помощи их транспортной сети из хрустальных черепов. Арбанианцы – мирная и технологически продвинутая раса. После того, как они разработали и повсеместно внедрили нанитов в человеческое тело, темп развития их общества ускорился, но появились побочные эффекты. При рождении определенная каста детей уроны получают 1 миллион нанитов, потому что должны быстро и легко усваивать информацию. Это необходимо сделать в детстве, прежде чем у детей разовьются нейронные связи. До своего 12-летия уроны накапливают знания, после чего проходят ритуал Авериум и передают нанитов с обретенными знаниями обычным жителям. Каждому взрослому и обычному ребенку делается прививка из нанитов. После Авериума урон лишается элементарных знаний и не приспособлен к жизни, потому что наниты ограждали мозг от развития. До контакта с Таури они становились изгоями, но за ними хорошо ухаживали всю оставшуюся жизнь. Теперь же, после Авериума, они начинают новую жизнь и обретают знания обычным путем. Алисианцы. Алисианцы – гуманоидная раса, вид рода люди с планеты Алесия, галактики Пегас. Высокоразвитая раса, обладающая технологиями, конкурировать с которыми в галактике Пегас могут немногие и уступающими только технологиям рейфов. Их ученые достигли успеха в обогащении расщепляемых нерадиоактивных материалов, и руда из минерала, обнаруженного на планете, стала основой энергетической безопасности Алесии. Убедительная система наказания фактически искоренила криминальные проявления на планете. Основой системы является тайный договор с рейфами, который предусматривает, что в обмен на пищу они не подвергают нападению основное население. Колония, куда ссылают преступников, это остров, на котором установлены звездные врата. Бесперебойные поставки пищи позволяют рейфам не впадать в спячку и являются преимуществом для Улья. Договор позволил Алесии не 100 лет открыто развиваться и разрабатывать новые технологии, не опасаясь наказания со стороны рейфов. Однако за многие годы система свела практически к нулю количество преступлений, и правительство во главе с магистром вынуждено понижать планку закона, ведь преступники были основным источником питания для рейфов и гарантом спокойной жизни. Так вот они какие, инопланетяне.